Каждое значение в Python имеет тип. Python представляет разные типы данных. Здесь мы обсудим некоторые широко используемые типы в Python. Python может иметь разные типы данных. Это могут быть целые числа, такие как 11, вещественные числа, такие как 21.213. Это могут быть слова. Целые числа, вещественные числа и слова представляют собой различные типы данных. В этой таблице представлены три типа данных для последних примеров. В первом столбце представлены выражения, во втором – тип данных. Можно увидеть фактический тип данных в Python с помощью команды type. Int обозначает целое число, и float обозначает вещественное число. Тип string представляет собой последовательность символов. Здесь примеры целых чисел, которые могут быть отрицательными и положительными. Существует конечный диапазон целых чисел, но он довольно большой. Floats являются вещественными числами. Они включают в себя как целые числа, так и числа между ними. Рассмотрим числа от 0 до единицы. Выбираем числа между ними, и эти числа определяются как floats. Также рассмотрим числа между 0,5 и 0,6. Выберем числа между ними. Это тоже floats. Можно продолжить процесс для разных чисел, увеличивая ряд. Предел здесь есть, но он довольно маленький. Можно менять тип выражения в Python. Это называется typecasting. Можно конвертировать int во float. Например, можно преобразовать или привести тип integer 2 к типу float 2. В действительности ничего не меняется. Если вы переводите float в integer, нужно быть осторожным. Например, если вы переводите float 1.1 к единице, вы теряете часть информации. Если строка содержит целое значение, вы можете преобразовать ее в int. Если мы конвертируем строку, которая содержит не целое значение, мы получим ошибку. Ознакомьтесь с другими примерами в лабораторных работах. Можно преобразовать int в string или float в string. Boolean – еще один важный тип в Python. Boolean может принимать два значения. Первое значение true – правильное, используется заглавное t. Значение Boolean также может быть ложным – false, с заглавной буквой f. Используя тип команды Boolean, мы получаем термин bool. Это сокращение от boolean. Если мы приведем boolean true к integer или float, мы получим 1. Если мы приведем boolean false к integer или float, мы получим 0. Если отнести единицу к boolean, это будет истинное значение true. Соответственно, если вы приведете 0 к boolean, вы получите false. Для большего количества примеров пройдите лабораторную работу или попробуйте python.org для других типов Python.